Друзья, всем шалом. Вы знаете, за эти 1-2 дня насобиралось нормально так вот событий, каких-то мыслей, то, чем хотелось бы поделиться, и делать все это вместе, собирать это в общий такой вот выпуск. Ну, это будет длинно, это будет немножечко разные темы, и поэтому решил разбить это на несколько. Я хотел бы в нескольких минутах рассказать об таком словосочетании, как стук в дверь, что это значит в Израиле. Есть два понятия интересных, ну, или, может быть, особенных, которые могут понять израильтяне. Есть одно понятие, как стук по крыше. Это когда наша армия определяет снос или то, что нужно взорвать дом какого-то террориста, даже в секторе Газа. То, что это не сейчас, сейчас этого нет, но то, что было до этого, они пускали такой какой-то заряд, который просто делал шум по крыше, такие какие-то, не знаю, как шарики, которые вот сильно бьют. И это знак, что с этого дома нужно уйти. Этот дом будет разрушен. Скажите, разве это не гуманно? А есть другой стук, который называется стук в дверь. И я хотел бы просто прочитать сейчас вот эту статью. Интересная статья, правдивая статья. Я просто так не передам своими словами. И поэтому хотелось бы вот донести и потом сказать, о чем молиться. Итак, в Израиле знает каждый, что если в семье есть военнослужащий, в их дом, квартиру стучать нельзя. Только звонок. В любое время суток. Это делают офицеры. Извещений о гибели. Их должность даже не произносится вслух, чтобы не навлечь беду. Говорят стук в дверь. И все понимают, о чем речь. Эти люди никогда не звонят, только стучат. Приходя вчетвером, 3 офицера и врач. Это резервисты, которые добровольно согласились выполнять страшные обязанности. Они живут с постоянно включенным телефоном. В любое время дня и ночи им могут позвонить, назвать адрес и кодовый номер одного из 4 извещений. Убит, тяжело ранен, попал в плен, пропал без вести. Если к дому военнослужащего приближаются 3 военных и человек в штатском, то израильтяне все понимают без слов. Однажды мы подошли к двери, а оттуда крик: «Уходите, твари, ненавижу, не открою, идите к Хамасу стучитесь!» А другой раз из-за закрытой двери раздается тихий женский голос: «Постойте там 10 минут. Я тут посижу, ладно? Пусть он еще 10 минут будет живой». Так мы и стояли у закрытой двери, пока она не собралась силами. Нам дали адрес, но предупредили: хозяйка пошла за платьем. Прошу прощения. Придется подождать в машине. Подъезжая, мы увидели молодую женщину. Она шла домой, в руках несла свадебное платье. Она улыбалась, и мы 10 последних минут, Она улыбалась, и мы посидели в машине еще, чтобы
подарите ей 10 последних минут безмятежности. Во время операции «Нерушимая скала» приходилось несколько раз ездить в аэропорт, передавать извещения там. Представьте, лето, люди возвращаются из отпусков, они, родители, вылетели из Америки, когда сын еще был жив, а по прилету у трапа ждали мы. Вот мы стоим, молчаливые офицеры в армейской форме, а пассажиры спускаются, и по их взглядам сразу видно, кто израильтянин, а кто турист. Наши сразу бледнеют. Пусть же не стучат в нашу дверь. Никогда. Наверное, понять в полной силе эту статью могут израильтяне, дети которых либо служат, либо призваны как резервисты. И на сегодняшний день, вот наступил у нас шаббат, вечер пятницы. А если честно, у меня предчувствие, что это последний тихий шаббат во время этой войны. Скорее всего, на этой неделе Израиль войдет в Газу. Скорее всего, это спровоцирует то, что полыхнет и у нас тоже. И уж точно у этих офицеров, о которых я сейчас читал, будет много адресов. То, о чем я хочу, чтобы призвать к молитве, чтобы Бог хоронил наших солдат. Я хочу, чтобы мир услышал. Израиль молится за то, чтобы солдаты вернулись. Чтобы никакие родители, ни матери, ни мужья, ни дети не услышали стуку в дверь. Просите мира Иерусалиму.